Доброе утро, ребята! Всем привет! Всех с 1 марта, первым днем весны. У нас утро, Германия. Вчера загрузился кока-колой. Поспал рядом с Автохофом. Нормальное такое место нашел. Подвезло. Потому что ехал, паркинги заняты, время уже полчаса оставалось, уже начал искать какие-нибудь съезды вблизи населенного пункта. Вот съехал, сразу Автохоф, за ним там площадочка. Ну, я на Автохоф бы не пошел бы. Хотя там не Автохоф, там просто заправка, вроде, как потом я почитал, недорого вроде стоит. Ну, если бы не было места, пошел бы на него, конечно. Что же делать? Повернул там, увидел, что там есть место, там площадка перед воротами. Ну, встал, там стоял немец, стал перед ним. Быстренько пришвартовался, припарковался. Закрыл смену. Нормально поспал, хорошо достаточно. Проснулся первый раз 2:30, смотрю на часовой, только 2:30, можно дальше дрыхнуть. Подрых. Где-то в 5 проснулся, без 5-6 стартанул. Ну, как обычно, позавтракал. Помылся, побрился, позавтракал. Сделал обход и поехал. 230 километров мне еще ехать. Мой навигатор основной показывает 2 часа 53 минуты, а Егошка вторая показывает 2:17. Я вообще не могу понять, почему он так все время показывает. Какой-то бред он показывает. Все время он, как будто я еду со скоростью почти 100 км в час. Как можно 229 проехать за 2:16? Это даже, более того, это даже не 100 км в час. Это больше, чем 100 км в час. Ну, хотя, да, 100, скажем 100. Стационарный местный показывает 3 часа 1 минута. Но он, по-моему, более прав, если по его маршруту ехать, потому что он, я так понимаю, интерактивный. Он видит ремонт и пробки. К сожалению, вчерашний этот он не видел. Я так и не понял, там было... Нет, там не было возможности даже заехать, там бордюр был маленький. Пришлось потом налево поворачивать с этим автобусником. С одной стороны автобусник, навстречу скорая помощь, навстречу легковая машина, которая сначала меня пропускает, потом начинает ехать. Вообще, это еще автобусник, что-то там орет, руками машет, достал свой телефон, начал фотографировать номер, ну, гребаный коллега, вместо того, чтобы там помочь, подсказать, начинает орать. В этом отношении эти немцы, конечно, они говнюки, так скажем. Не все, конечно, но вот такие встречаются. Ну, хотя и среди нашего брата тоже встречаются. Не знаю, как там и разъехался. Надеюсь, что ничего никого не поранил. Даже не было возможности остановиться и осмотреться. Такой, сделали поворот, ну просто пипец. Ну его в бане такие повороты. Вот вспоминаю, загрузил вчера кока-колу, да? Кстати, 31 палет, поставил 2, и остальные все по 3.
Когда я вез в прошлый раз Кока-Колу? Вспомнил. Я вез ее, помните, там в магазин. Баги. Кого интересно остановит? Надо, чтобы никого не остановили. Ну ладно. Вспоминал. Вспомнил, что я вез в магазин, там, где я еще на рампу, с улицы, не на рампу, а вовнутрь, типа в гараж заезжал с улицы, с перекрестка. Посмотрел, нет, не туда я иду. Я иду в какой-то Bartels Langness, город Неймюнстер, Ньюмюнстер, наверное. В 10 часов не надо было бы быть. Ну, не в 10 часов. Хотя нет, по плану в 10. Но если учесть, что там по плану было в 3 у меня погрузка и выгрузка в 10. Давайте посчитаем. В 3 дня, в 15 я имею в виду. 3 это 12 часов. Еще 7 часов. 19 часов, как бы давалось. Но я приехал, во-первых, по-моему, 5:30 и выехал 6:30. Нет, не 5:30 я выехал. Короче, я грузился 1,5 часа. Скажем, выехал я в 7. Вот к 7 прибавить. Вон где они стали. Прямо на траве, нихера ты себе, блин. Офигеть. Трем 10, значит, 7 часов, 19 часов, да? Ну вот 19 часов 7. Это получится, я вообще должен буду приехать после обеда. Потому что 420 километров, 9 часов отдыха и 45-ка. Возьмем 10 часов. 9 часов сначала погрузки давалось. Ну вот если бы я, вот, по-моему, я приехал тогда, в 5 я приехал. 9 часов. Короче, математика сплошная. Ну да, если давали в 3 и в 10, значит в 5 и в 12. Ну, я думаю, что я в норме, но мне надо делать будет паузу, потому что сайчик показывает тоже ехать 3:10. Он дольше показывает, а это 2:55. Но получается, что где-то примерно, я все-таки верю больше местному, 2:55 ехать. Потому что он интерактивный. А это значит, что мы будем на месте где-то в районе 11. Если ехать, но мы будем делать паузу, потому что 2:40 мне ехать еще. А если в районе 3 часов, то считается, надо сделать обязательно паузу. О, Хестеркам поехал. Голландец. Я думаю, что через 15 я сделаю паузу, второй завтрак, подремлю, причем надо сделать паузу, по-моему, полную, потому что там Бремен впереди у меня, чтобы где-нибудь там не засыпать.
пацан. Ну ладно, еще раз с первым днем весны, друзья мои. Едем в сторону Бремена на данный момент. На часах уже 10 часов 12 минут. Мне еще 107 километров ехать. Оказывается, час 20. Это если без пробок. Я иду в сторону Киля. То есть мне, походу, надо будет еще проходить кое-какие пробочки, засады. А именно Гамбургская. Да. И потом там по семерке поедем от Гамбурга. Что там у нас? Ну, как бы продолжим, да, движуху. Так что, единственная Гамбургская пробка. Но я стоял сейчас в паузу 45 минут. Так что все в порядке. Должен я попасть, поэтому мне 3:50 ехать. Должно хватить у меня всего времени. Не надо будет паузу делать. Так что продолжаем движуху. Стоял на паркинге, блин. Елки-палки. Там, короче, заезжай на паркинге. 2 буса баков стоит. 2 буса полиции. Полицейские остановили какой-то бусик с голландскими номерами. Ну, причем там одна полицейская, а другая ЦУАЛ, таможня. Там куча народов в этом бусе, куча вещей. Короче, там идет, был обыск по полной. Вещи, людей, все там досматривали, не знаю, кто там и что там. Знаю, что голландский номер. Вот. Ну а баги, смотрю, 2 паркинга проезжает. А там проверяли баги коллегу. Сейчас паркинг проезжал, проверяют кого-то. Еще до этого проезжал, тоже кого-то проверяют. Да. Багов здесь немерено, тьма. Да. Вроде четверг был рыбный день, хотя походу среда тоже такой день. Идут проверочки. Но мы едем спокойно, у нас так все в порядке. С грузом и с документами. Так что едем, везем колу, что-то там еще. Смотрел под накладным 31 палет. Еще какие-то 8 палетов. Это, наверное, в палете в одном какие-то. Там не бутылки, как я понял, там что-то типа... Я даже не знаю, что это. Может быть, какие-то там, я не знаю, автоматы или что. Типа 8 автоматов, маленькие палеты там якобы стоят. Какой размер? 60 на 40. Ну да, наверное, 8 штук на одном палете стоит 4, на другом 4. Потому что отдельно у меня ничего такого нет. Ну вот. Как бы так. Ну да, я в этом, по-моему, месте не был еще. А что потом будет? Звонил вчера мне диспетчер, спрашивал. Странная опять же какая-то копирейшн. Я писал, я специально ехал, сдавал палеты. У меня было там 14 штук. Вчера. А сегодня на загрузке мне вчера
вчера на загрузке мне звонит диспетчер другой, спрашивает, после выгрузки у тебя будет что, есть в машине что-то? Я говорю, ну, в трейлере. Я говорю, пусто у меня, нет у меня этих станков, наверное. Может, думали меня опять куда-то далеко послать, чтобы потом стекло из Италии везти. Кто знает. Не, ну я, по-моему, я в Италию вез же стекло. Или нет, я в Италии грузил стекло. Точно помню, потому что итальянец еще помогал это стекло крепить. В Италию там какие-то ящики привез, да, там было 3 груза у меня, 2 Германии, 1 Италия. Все правильно. Может, опять куда-то далеко пошлют. Но сегодня среда. Если я сегодня поеду далеко, то на следующей неделе я должен быть на базе, чтобы уехать. Как бы так. Мне в следующую субботу домой надо. Ну, лучше сейчас уехать, потом вернуться, чем наоборот. Не, я бы повторил бы путь этот, как в прошлый раз. В Италию, с Италии в Голландию, из Голландии на базу. И домой. Тогда я не помню, тогда не было среда. Тогда было... Где там 45-ка стоял в Италии? Кто помнит, где 45-ку стоял? Я, по-моему, ее в Италии стоял, если я не ошибаюсь. Или все-таки нет? Нет, я, по-моему, 45-ку стоял на базе. Нет, я на базе не был на 45-ке, я приехал. Днем уехал утром. А где я первую 45-ку стоял? Вот нравится мне вспоминать все эти дела. Так понемножку вспомнил, где я вообще был в этой каденции. А первую 45-ку я стоял. Не, я точно стоял 45-ку на базе, потому что я мыл машину еще. Ну это было как раз тогда, когда после Голландии. 24-ку я стоял, получается, где-то в Италии. За 45-ку я стоял в Германии возле... Да, я стоял в Германии, еще гулял там возле погрузки. Да, точно, это там я 45-ку стоял. Одну 24-ка где-то стоял там по дороге. Тогда я стоял, да, тогда я отстоял 45-ку, загрузился, только не помню, первый загрузка был или второй. Уже. На Германию. Или выгрузка это была уже. И оттуда я поехал на Италию. Да. Потому что я поехал на Италию, там выгрузился, загрузился и поехал на Голландию. Надо смотреть по записям. Записи у меня есть, но они там в папке, чтобы вспомнить.
Да, потому что точно я в субботу. Не, когда было там... Как? Перепроложить? Жмись. Перепроложить. Не надо перепрокладывать. Да, надо посмотреть тетрадки. Ну ладно, ребята, едем дальше. Что это у нас? Гамбург, ребята, да? Гамбург проходим. Основной навигатор сходит с ума. Он думает, где-то я еду, блин, по другой дороге. Все пытается меня перепроложить. Сколько уже этот ремонт идет? Сколько я работаю, столько и идет. Мы с другой стороны, мы по семерке идем. Достает перепроложить. Не надо ничего перепрокладывать. Перепроложить. Мы идем как все, не надо ничего перепрокладывать. Как чугунки, да? Чу-чу. Потерян сигнал GPS. Ой. Я уже давно по семерке не ездил. Через Гамбург. Потерян сигнал GPS. О, это круто. Под водой спутники не летают. Под речкой. Как подводная лодка. Надо притормаживать. — 70 километров. Еще. Месте. Хотел показать вам красоты Гамбурга, включил камеру и нырнул в туннель в Тиандер. Какая-то усталость наваливается, а сегодня только среда. Но тоже интересная ситуация у меня, я вам скажу так, что по работе я могу еще вести машину с учетом сегодняшнего дня 32 часа 30 минут на этой неделе. То есть если я еще 5 часов в час проеду, останется 27 часов. Ну, грубо говорю, да? Это на 27 часов это на четверг, пятницу и субботу. То есть с учетом того, что у меня одна десятка еще есть. У меня одна десятка есть. И один 9-часовой рабочий отдых.
максимально. То есть пятнашка еще одна есть рабочая. Как там? Вот так, для информации. Да, это если я 5 отработаю, станет 27, 3 раза по 9. Четверг, пятница, суббота. Смогу ехать максимум 9 часов. Максимум 27, хотел сказать. Ну, одна десяточка. И пишет, что в воскресенье в 6:05 я должен встать на отдых. В чем пишет 90-57? А, это осталось до отдыха. 90-57. Еженедельно. О, выскочили на свет Божий. Едем в далекие края. Наверх Германия. Город Киль, район Киля. Я помню, как ты стоял ночь под Килем. Это просто ужас. Ну как ужас, на трассе в кармане. Это ух. Проедет машина, меня качает. Ух. Поэтому не советую становиться. Нет, ну можно, конечно, когда негде. Вчера тоже вот в одном месте ехал, там чудак стоял на этой самой, на националке и кармашек. Там даже мог и я встать. Ну что-то как-то я просто заметил это. Можно было встать. Там не особо так полиция лазит. На девятку можно было. В принципе, я сегодня в хорошем месте постоял. Новое место заимел в паркинге. Что уже, когда нету времени, ребята, видите, какой-то поселок есть, приезжайте в виадук, ныряйте в него, потому что вернуться потом в этот поселок не будет возможности. За виадуком почему-то нету этих самых. Хотя бывает развязка. Здесь тоже, по-моему, была развязка. Но не знаю. Да, была развязка. Я же поворачивал на трассу. Но лучше раньше, чем позже, потому что может не быть, как говорил уже. Сколько раз так было. Проезжаешь виадук, смотришь, съезд на него есть с этой стороны, а с другой нет. Ну, типа там просто заезжаешь, потом налево тогда на мост. А так-то обычно заезжаешь до, уходишь вправо, заезжаешь после, уходишь влево. Когда вот просто там начинаешь рыскать. Как бы заехал на виадук, встал где-нибудь там на какой-то улочке и смотришь. Но самое, знаете, вот совпадение такое, что как только мне нужно искать какой-то паркинг, у меня, интернет отключается. Не то, что отключается, его типа нет. Сегодня тоже, кстати, тоже плохая связь, интернет плохой, с телефоном плохо. Не знаю, с чем это связано. Не могу домой позвонить. Интернет то включается, то выключается. Вообще, какая-то фигня. Вчера тоже, надо найти паркинг, плейсы, не работает, нету интернета. Это что за BMW, так близко ко мне прошел, чтобы я поцарапал его, хочет. Уже так, визуально, на запах, увидел, что слева там. Ну, я хотел уходить, но я хотел уходить на виадук и направо, там, в поселок. Но потом увидел, что там Тотал, заправка, подумал, значит, там Автохофа, вокруг Автохофа в это время можно найти место. Сколько там было времени? 20-30 было. Хотя уже поздновато тоже, ребята, я скажу так.
Ну что там, отстояли? Еще одна будет или уже все? Скоро выберемся за пределы. Но он уже начинается это самое. Скорость нормальная. 80-ник. Там, по-моему, еще что-то будет. Я уже просто забыл, давно не ехал. Грейсбург-Киль. Нам надо на третью полосу. Через 2 километра переходить. Километра. Здесь перейдем, потому что уже коллеги перешли. Ну, видно, что это уже полоса разгона пошла. Зачем нам на вторую? Не надо нам на вторую. По этой полосе не доехать. Потерян сигнал GPS. О, все потеряли сигнал GPS, кроме стационарного местного. А, он тоже потерял спутник. Все потеряли спутник. Звездные войны. Там тоже надо будет перейти направо, на Киль. Будет держаться эта полоса. Ага. Фленсбург-Киль держится. Значит, не надо перестраиваться вторую. Раньше, значит, здесь было 2 полосы. Сачка вообще на крайнюю левую, говорит, перейти. Здесь же скорость большая, говорит. Я помню, с Киля возвращался, когда на базу, там ремонт дорог был, националки, ремонт националки, это вообще круто. Конечно, блин. Такие пробки попал. Мама, не горюй. Так, 58, ладно. 58, через километров 50 встретимся. Что, уже подъезжаем, 3,5 километра остается до точки. И вот понемножку вспоминаю, был я тут, не был когда-то. Эдека мы проезжали. Ну, она много где есть. Я даже здесь грузился на Эдеке. Все может быть. Нет, я на другой Эдеке грузился. Там название будем смотреть. Bartels Langnes. Handelsgess. Bartels Langnes, Handelsgess. Язык сломаешь. Но если так далеко мы едем, то это показывает что все-таки там логистическая какая-то база, центр логистический какой-то. Как они вот тут ездят? Тут
несется фура. Пофиг, блин. Здесь же национал-то все-таки. Если я не ошибаюсь. Нет, это не фура. Флейшгроммаркт. Корова, свинья нарисована. Но нам не туда. Так, сейчас нам нужно будет направо. На мост, на виадук. И потом налево. Ну, вместо 10 в 12 приехали. Ну, в принципе, ожидаемо. Как я и говорил. Вместо 3 я начал грузиться в 5. На 2 часа позже, да? И на 2 часа позже, значит, я приехал. Сейчас налево. Велосипедистов нету. Машина есть слева. Уехала справа. Нету. Хотя нет уже. Это городок. Не особо логистический центр. Скоро приедем. 700 метров. Следующий поворот налево у нас. Вообще где-то здесь брал, помню, резину. Такое же место было. Так, фашон. А, магазин. Так. Это магазин здесь. Эдека. Тоже магазин. $400 метров остается. Бартелс. Здесь живет Бартелс. Не работает. Вот тот, что ли? Так, значит, налево. Моргнул бы, показал бы, что у тебя уже красный, зеленый свет. Так, ну да, вот там за, блин, тут и Алди есть, но уже магазин будет сходить, если что. Короче, целая куча тут всяких. Так скажем. Бартелс, Сузуки. Ага, вон, да, впереди, ребята, Бартелс, я уже вижу. Там тупик, вот сюда заезжать надо, да. Куда-то машина поехала. Там арена. Белла. Куда там дальше ехать? Бартелсланге. Так, значит, delivery. Мы где? Мы где? Мы сейчас здесь. Значит, вокруг надо. А куда мне ехать? Экспорт, импорт. Туда, что ли, прямо?
Интересно. Как-то я не понял. Да, по-моему, туда прямо и дальше. Потерян сигнал GPS. Где-то там. Ну, может быть, я ошибаюсь. Ну, по-моему, было так, потом налево и там где-то delivery. Надо написать вообще, что мы на месте. На месте. По-моему, где-то надо было... Сейчас будем искать, где. Надо спрашивать сейчас будет. Ой, блин. Сюда? Куда-то дальше надо ехать. Что-то как тут слишком много машин. Да. Сейчас встанем, пойдем туда офис искать. Надеюсь, никто сейчас там меня не долбанет в попу. Как-то странно так стоят, блин, эти машинки. Ждешь Олега. Вот так, Олег. Так и поедем. Я думаю, сюда вот сейчас мы заедем. Пойдем вон туда оформляться.
что, заехал. Пошел, зарегистрировался. Дали пейджер. Вот такой вот. Сказали, как он начнет пикать, прийти к нему, отдать пейджер. Он тогда скажет рампу. Тогда ехать на рампу и самовыгрузка. Я говорю, сколько примерно? Он говорит, часа 2. Approximately. Нормальный немец. Веселый, посмеялись с ним. По-английски разговаривает. Как бы все нормально. Сообщил в офис, что дали пейджер, жду. Как-то так. Дальше что там у меня пока еще ничего не приходило. Не, больше ничего не приходило. Не знаю, активировать надо, когда этот самое, как называется. Надо, когда стану крампить, тогда активируем. Ну, посмотрим, а может быть быстрее. Ну, все может быть. Может быть и быстрее, может быть и наоборот. Позже. Увидим, что и как. Сейчас, наверное, займусь видосами. Правильно? Вот такая вот территория. Для тех, кого интересно. Здесь в основном фамилия. Магазин Фамилия. А на той стороне, по-моему, здесь Delivery, а там, наверное, экспорт. Как я понял. Что я правильно поехал. Поэтому по схеме. С той стороны там выезда нет, кстати. Там тупичок. Хотя, может быть, и есть там выезд. Так не видно отсюда. Может, там и есть выезд, фиг его знает. Ну ладно, будем ждать. Ну вот, ребята, и закончилось. Выгрузился я. Все, выгрузил, все окей. Новые палеты получил. Что еще? Еще получил задание. Завтра в 7 часов утра погрузка. 9 километров отсюда. И потом я еду еще 90 километров. И в 10 утра там выгрузка. Потом непонятно что. Куда-то надо будет ехать на нашу базу, должны загрузить пустые палеты, куда-то их отвезти в Гамбург, потом... Короче, остальное завтра. Но сейчас я им тогда съезжу я туда, куда завтра, где у меня завтра погрузка. И пока время есть, у меня на разведку, да, как это говорится. И на разведку, короче, съезжу. Если там нету нормального паркинг-плейс, поеду, тут какой-то есть на дороге вроде нарисован. Время-то нормально, сейчас 16:20. Ну, можно, конечно, ехать куда-нибудь на автобан. И там как бы встать на какой-нибудь паркинг. Ну, сейчас посмотрим, определимся. Если там в промке есть место какое-нибудь, и магазин рядом, может быть, схожу в магаз. Считаю, хлеба надо купить только, по большому счету. Больше ничего и не надо. Так что вот так. Ну ладно, поедем, поедим. Не, говорю, поедем сейчас, посмотрим. Что сейчас тут 19 километров показывает, тут 9. Ничего не понял. Почему 19? 8,5 показывает. 9,5 показывает. Куда мы едем тут? Сейчас перенастроим адрес. Куда-то не туда он меня ведет. Пункт назначения. Не Мюнстер, правильно? Правильно. Улица Крокамп, 87.
Камп 87. Выбрать пункт назначения. Начать, наверное. Да, 18 километров показывает. Здесь 18 показывает. Ладно. Поедем. Ну что, все. Покидаем эту зону. Все-таки 18 километров. Это как-то покажет 8, но они мне по-другому ведут. Поеду по всем своим навигаторам, потому что так, я думаю, надежнее. Хотя, кого знает. Не, поеду, потому что он... Да, он как-то показывает мне вниз. Что он там вниз стал показывать? Диккат. Кто-то как-то, блин, перевернулся. Ну ладно. Едем направо. Диккат. О. Есть какая-нибудь? Есть паркинг, он 6 километров. 7 километров паркинг есть. Посмотрим, что там за паркинг. Если нормальный паркинг, то станем там. С заправкой вместе с Шелловской. Да, но только там был бы хлеб. Ладно, пойдемся без хлеба. Хотя надо бы... Ну, на Шелле куплю хлеб. Там, где вчера был, там опять был этот тостерный. Я хочу простой хлеб. Тостерный какой-то кислый, он так быстро портится. А такой нормальный хлеб нормально держится, и он вкусный. Так что вот так, ребята, едем сейчас. Если эта остановка будет раньше 5,7, так мы на нее и пойдем. Тогда мы не поедем на разведку. Встанем на нее. Кстати, надо мне посмотреть, где мне там заправляться. Да. Где эти заправки, надо посмотреть поближе. Кстати, сейчас приеду, посмотрю заправку. Вообще-то займусь организационными вопросами. Сегодня налоги можно подавать на возобновление. Как-то так. На возврат налогов в Латвии с 1 марта. Что она вот не показывает? Нравится.
Сейчас бы мы куда-то в другое место бы уехали. О, сейчас я это стал показывать 15 километров. Может там, короче, путь был через, типа, через город. Сегодня у нас день отдыха. Я говорю, по 2 часа больше пробыл в ожидании. Загрузился буквально за сколько-нибудь там, за час. Выгрузился, вернее, за час. Сейчас опять пойду отдыхать. Начало отдыха сегодня зависит только от меня. Чем раньше я приеду, тем раньше начну отдыхать, так скажем. Я не думаю, что сейчас не будет мест, да? В это время должно быть немерено мест. Какие-то там планы, что-то я так понял, что Стелла там, где выгружусь, потом на меня загрузят какую-то кучу палетов пустых, полную машину, что ли. Потом эти палеты надо завезти в Гамбург, отдать какое-то количество палетов и остальное привезти на базу. Какое-то такое задание интересное. На базу. Пустые палеты. Окей. Так, ну что там, 2,9 показывает. Так. Что? Маршрут через. Перевернулась карта, надо перезагрузить, как-то по компасу показывает, что я вниз еду просто. Не так, как обычно, наверх. Это непривычно. А показывает географически. Куда я еду. Да, это, по-моему, не автохоп, это на дороге, я так понимаю. Ну, в принципе, это единственное место между точкой загрузки завтрашней и вот откуда я выехал. Албек называется. Албек, ребята. Могу сказать так, что сегодняшний день подходит к концу. Сейчас ставим на паркинг. Загружается видео, которое должно было выйти сегодня, но оно не выйдет сегодня, потому что вчера я не сделал видео, у меня не было сил, у меня не было времени. Я пришел, рухнул и вырубился, и проснулся. Не, один раз я проснулся в 2 часа там с копейками, второй раз проснулся по будильнику. Так что вот так. А вот сейчас я займусь видосами, отдохну, схожу за хлебом, посмотрю, будет хлеб, не будет хлеб. Ну, подороже, конечно, будет, чем в Лидле, но ничего страшного. Смотрите, сколько машин стоит. И опаньки. Но это, я думаю, что это не на отдыхе стоят, они стоят на этой, на 45-минутной паузе, так скажем. Я надеюсь. Да, там место немерено. Перепроложить. Перепроложить. Перепроложить, перепроложить, перепроложить. Да, блин, я тут думал, поближе будет. К газончику. Чтобы слева газончик надо стать. Знакомых машин нету.
Справа, что был газончик. Ну, здесь нормалек. Нормалек. Нет, поедем вот там, по-моему, есть нормалек. Далековато, конечно, будет. Блин. А что ж они так все оккупируют эту зеленую зону, как и я хочу? Пипец. Ну ладно, вот здесь станем. Хотя, знаете, поедем-ка мы сначала на разведку съездим. Точно. Посмотрим, что там такое. Так будет лучше. И вернуться мы всегда сможем. Правильно? Правильно. Я так подумал. Может быть, там магазин рядом есть. Ну что, ребята, добрый вечер. Короче, поехал на разведку, посмотрел. Нормально, там тоже можно было встать. Я решил поехать в сторону Лидла. Приехал вот там буквально метров, не знаю, 200 магазин. На таком вот месте встал я.
Блин, люди кругом ходят. Только начинаешь снимать, сразу люди ходят. Вот такая вот. Ну там вот за углом, где машины стоят, там Lidl. Там тоже еще один магазин Poco. Ну, постою здесь ночку. Все в порядке вроде. Знаков нету. Нашел на карте такое место. Отметил себе его. Ну что, выгрузился. Еще повторюсь, съездил, посмотрел. Там можно стоять, но там магазина нету. Ну и как-то так стрёмно. А здесь, вот там даже, по-моему, туалет есть. Пойду сейчас схожу до Лидла. Заодно узнаю. Можно было еще подождать и дальше ехать. Там вот стоят эти бусы. Ну ладно, решил я уже здесь стоять. Не буду я там стоять. На противоположной стороне стал. Думаю, что правила не нарушаю. Так что все нормально. Ну что, завтра четверг, значит, завтра у нас интересная ситуация. Ну, посмотрим. Короче, я уже рассказал. Больше пока не буду. Значит, завтра в 7 часов загрузка, в 10 часов выгрузка. И дальше в Гамбург и, по-моему, в сторону базы. Ну ладно, на этом я буду заканчивать, ребята. Как обычно, берегите себя, своих родных и близких, и все будет чики-пуки. Пока.